Есть два типа людей. Те, кто еще надеется, что все будет хорошо, и те, кто читал новости последние лет 10. И если вы из первых, поздравляю, вы счастливчик. Или идиот. Возможно, оба варианта верны. Но давайте серьезно. Почему человечество себя уничтожит? Потому что мы – это не венец эволюции. Мы – ошибка в системе, глюк природы, красивая, поющая, изобретающая нейросети ошибка, способная одним движением пальца, ну или кнопки, снести планету нахрен. И если бы все было просто, мол, есть злые гении, которые строят злые планы. Нет. Все намного банальнее, все рушат самые обычные люди. Та бабка, которая активно участвует в цветной революции ради пары купюр, которые через месяц обесценятся, когда страна полетит в пропасть. Тот депутат, который проголосовал за закон, который раздавит экономику, но в данный момент обогатит его. Ты, я, они, мы все участвуем в этом веселом самоубийстве под названием цивилизация. Заратустра, старик с горы, когда-то спустился к людям, чтобы научить их мудрости, но уже через короткое время он понял, что идея была, мягко говоря, неудачной. Цитата в студию. «Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, того будущего, которое вижу я. И в этом все помыслы и желания мои – собрать воедино и соединить все обломки, загадки и роковые случайности. Желанием этим не суждено сбыться». Он-то думал, сейчас расскажет про сверхчеловека, пробуждение духа, смыслы. А в ответ – тиктоки, NFT и депутат, кричащий, что наука – это заговор рептилоидов. Да Заратустра бы сейчас не спустился, а эвакуировался обратно в гору и отключил бы Wi-Fi. Вот вам вторая правда. Итальянский экономист Карло Чиполло в своей теории вывел: количество идиотов стабильно. В любой профессии, в любой стране, на любом уровне власти всегда найдется стандартная устойчивая доля людей, которые делают глупости не ради выгоды, не по ошибке, а просто потому, что могут. А глупость, в отличие от зла, не имеет логики. Ее нельзя предсказать. Глупец может включить пожарную сигнализацию, потому что ему скучно, пролоббировать закон, потому что все вокруг так делают, взорвать мир случайно. И вы с этим ничего не сделаете, потому что он еще и уверен в своей правоте. У него совмещается множество разнонаправленных идей в голове. Причем ни одна не вступает в противоречие с другой, хоть они и взаимоисключающие. Умный человек с ножом может порезать салат. Глупый поранит себя. Глупый с ядерной кнопкой? Ну вы поняли. Дай дураку стеклянный хрен. Мы изобрели технологии, которые опережают нашу мораль лет так на 200. И биотехнологии, беспилотники, массовое слежение, генетическое редактирование – это все в руках людей, которые вчера не смогли нормально проголосовать в электронном опросе. Причем прогресс никто не останавливает, он летит вперед, как поезд без тормозов. А в кабине машиниста – чиполловский глупец в каске. Мы живем в системе, которая считает, что бесконечный рост – это нормально. Только вот планета не бесконечная. Мы добываем ресурсы, как будто нам выдали запасную землю. Спойлер, ни хрена не выдали. Когда сжигаются леса ради сои для бургеров, а нефть важнее воды, становится ясно. Человек не Homo sapiens, человек разумный. Он Homo consumens, человек пожирающий. Сожру все, сожгу все, но iPhone новый куплю. Когда на сцену выходит популист, обещающий вернуть величие, это не лидер, это организатор крестового похода идиотов. Политики больше боятся потерять рейтинг, чем потерять Арктику. Ну или Гренландию, в лучшем случае. А если ты хочешь, чтобы тебя переизбрали, говори то, что людям нравится, а не то, что правдиво. Но у меня есть решение. Ты в прошлый раз говорил то же самое, говнюк. У меня есть решение. Ты хрен. Вот что я думаю. Нет, я понимаю, вы все сейчас взволнованы, но послушайте, у меня есть план. А людям нравится, когда им обещают все и сразу, и лучше и бесплатно. В такой реальности разумный человек – вымирающий вид. А когда избранные вершители судеб почуют опасность для своих жирных задов, они провозгласят: «Родина – это мы. Воюй за меня и мой кошелек. Чё, не патриот, что ли?»
Человечество, разочаровавшись в себе, уже давно прощупывает космос в надежде получить сигнал от высокоразвитых цивилизаций, которые должны нас спасти. В надежде ученые смотрят в мониторы. И когда появилась надежда, сигнал есть. В итоге мы получаем вот это... Сделай отъезд. Понял? Быдло ты ебаное. Соедините с Белым домом. Информационные пузыри, поляризация, войны – все это симптомы болезни под названием «мы больше не умеем договариваться». Каждый сидит в своем углу интернета и уверен, что он прав. Остальные – враги, дебилы или боты. Зачем решать глобальные проблемы, если можно поспорить в комментариях о том, мудак ли Филя, когда зашел не в ту дверь? Или ошибся, бедняга? Он же просто испуганный патриот. И вот, подводя итоги, человечество уничтожит себя не потому, что злое, а потому, что глупое, потому что думает краткосрочно, потому что верит мемам, а не науке, потому что выдвигает вперед тех, кто громче всех орет, а не тех, кто думает. И если где-то сидит новый Заратустра, он может и хочет нам помочь, но посмотрит в ТикТок, почитает комментарии на YouTube и пойдет спать дальше. Ну его нафиг. Потому что зачем говорить с экипажем, если корабль уже под водой? Если вы досмотрели до конца и думаете, ну уж я-то точно не глупец, поздравляю. Это именно то, что сказал бы любой классический глупец. Добро пожаловать в клуб. Может, еще за руки возьмемся? Прям как клуб анонимных идиотов.